So here we have the choice between one glass or many. Здесь у нас всегда есть выбор, каждый раз на любом барбекю, да, один бокал, либо много разных бокалов. Or maybe some of us will go for 0 glasses. Ну и может быть кто-то выберет и 0 порций. So the one glass of something could complement our food. Один бокал, одна порция любого алкогольного напитка, не обязательно это вино, да, любой алкогольный напиток, может быть хорошим добавлением к нашей еде. It can be social. Это как такой социальный фактор. And at least in the red wine, there is some antioxidants as well. Ну и, по крайней мере, в красном вине, в хорошем красном вине есть антиоксиданты. We will not get drunk from one glass. От одного бокала наше сознание не изменится. We will not make fools of ourselves. И мы не будем вести себя как-то странно. Whilst if we choose to go with the many glasses, если мы выберем второй вариант, много разных бокалов, we will obviously get drunk. Абсолютно точно мы будем пьяны через какое-то достаточно быстрое время. But the alcohol will also damage our brain. Кроме того, алкоголь нанесет разрушение для нашего мозга. It will damage our liver. И он плохо влияет на нашу печень. And as you can see in the beginning of my presentation, alcohol is a very important cause of death and disability. И, как вы помните, в самом начале, в странах со средним достатком, причина употребления алкоголя находится на первом месте причин смертности. But what people often tend to forget is that alcohol is also very rich in calories. Но еще есть одна вещь, по которой люди часто забывают, либо не знают. В алкоголе содержится много калорий, это высококалорийное питье. So we could actually get fat from drinking lots of alcohol as well. Соответственно, только от того, что люди пьют алкоголь, они могут становиться толстыми и добавлять лишний вес. And on top of this, for us women, alcohol increases the risk of breast cancer. И, кроме того, есть еще и один недостаток для женщин. У женщин алкоголь увеличивает риск рака груди. So there are several good reasons for limiting your alcohol intake. Соответственно, наверняка вы услышали уже несколько хороших причин для того, чтобы перейти все-таки к одному бокалу. This was the most frightening. Я говорю, все сразу замолчали, задумались. This is a picture that I borrowed from Harvard School of Public Health in the US. Это пирамида питания, которую мы позаимствовали у Гарвардской школы питания. And I know it's difficult to see the small letters. Текст, конечно, не очень видно сейчас. But down here at the bottom we have daily exercise, weight control and regular meals. Но главное, на что надо обратить внимание, в основании пирамиды, обратите внимание, лежат ежедневная физическая активность, контроль за своим весом и регулирование своего питания. Has anyone here read the book by Kafka? Кто-нибудь читал книги Кафки? Yeah? So the guy wakes up in the morning and boom, he has turned into this giant insect. Есть у него рассказ или повесть про насекомое, да, когда человек одно утро просыпается, и он вдруг понимает, что он гигантское насекомое. And overweight and obesity do not happen like that. Ну, конечно, ожирение и большое количество избыточного веса, оно вот так вот в одну ночь не происходит. It comes slowly but surely. Оно подбирается к вам незаметно, но неизбежно. So therefore, it's important to keep track of those pants that suddenly shrunk in my wardrobe. Поэтому, в общем-то, следует обращать внимание, если внезапно вы одели какое-то платье или брюки, да, и что-то как-то оно не сходится. Лучше все-таки на весы сходить, нежели в магазин за новыми. Because they probably didn't. Скорее всего, это не изменится, то есть обратно не сойдется само. And this doesn't happen overnight. И это не случается за одну ночь. Above that, we have lots of fruits and vegetables. Кроме того, на следующем уровне мы видим, что много фруктов и овощей. We have the healthy oils. Здоровые жиры. And we have different types of whole grains. И различные типы цельнозерновых.
And Harvard also recommends a multivitamin and mineral tablet every day. Обратите внимание, рекомендации Гарварда вынесены за пирамиду употребления витаминов и минералов каждый день. On the next level we have vegetarian sources of protein. На следующем уровне вы видите растительные источники белка. And also low-fat sources of animal protein, like poultry, fish and eggs. И также продукты из животного мира с низким содержанием жира. Это курица, рыба и яйца. And here you see a glass of wine. И вы видите здесь вот этот один бокал, где и сверху написано алкоголь в умеренных количествах, в скобочках не для всех. And it says optional, alcohol in moderation, not for everyone. И более того написано еще и optional, то есть дополнительно алкоголь в умеренных количествах не для всех. And then above there we have low-fat dairy products like low-fat milk and low-fat cheese. А сверху пирамиды вы видите молочные продукты с низким содержанием жира и сыр с низким содержанием жира. And for people who for some reason cannot eat dairy products, you can take a vitamin D or calcium and calcium supplements as well. Те люди, которые по разным причинам не могут или не хотят употреблять молочные продукты, могут принимать витамин D или кальций. And then separated from the rest of the pyramid are things that we should limit or decrease. И верхушка пирамиды отделена. Это те продукты, которые мы должны исключить из рациона, либо сократить. Like red meat and processed meat. Это такие продукты, как красное мясо, либо это обработанное мясо, то есть сосиски, колбаса. Butter, sugar, white bread, and so on and so forth. Масло, сахар, белый хлеб, белый рис и так далее. В общем, все вкусно. So now I would like to know if you can suggest something that would kind of sum up all this in one product. Ну и вот как вы думаете, есть ли у нас такой продукт, который как бы объединяет все вот эти вот рекомендации в одном? Шейк? Yes. Да. If we start from the bottom of the list of nutritional factors, если мы начнем с вами смотреть по всему списку факторов, которых мы рассмотрели сегодня, although I said на здоровье, it's still non-alcoholic, right? Хотя она и сказала нам на здоровье, это все-таки безалкогольный коктейль. Yes. It has good sources of protein. В нем есть правильные, полезные источники белка. It has healthy polyunsaturated fat, omega-3. В нем есть источники полиненасыщенных жирных кислот. It has slow carbohydrates with a low glycemic index. Медленные углеводы с низким гликемическим индексом. And it's low in calories. И в нем мало калорий. So here we have the magic product that sums everything up. Так что это волшебный продукт, который объединяет в себе все правила здорового питания. So we have maximum nutrition with minimum calories. В нем максимальное количество полезных веществ с минимальным количеством калорий. Коллеги, все эти вот этот слайд есть в Академии Wellness. And I'm sure you all know that Stig Steen from Игелёса developed this product. Ну и мы сегодня с вами слышали в лаборатории, что, собственно, как раз коктейль был изобретен здесь, в этих стенах. And you probably also know why it is so good. И, конечно, вы знаете, почему он так хорош. This is another picture that I borrowed from Harvard School of Public Health. Это еще одна картинка из Гарвардской школы медицины и питания. And for those of you who are familiar with the product guide and the roadmap, И, согласитесь, она напоминает нашу тарелку здорового питания из руководства по продукции. you probably recognize this division from the well-being road. Это распределение на тарелке системы естественного снижения веса по поддержанию веса. So I won't bore you with that, but I want to stress two different things here.
Мы хотели бы здесь обратить внимание на несколько основных вещей. The first one is the water up here. Первое – это вода. Water is the best possible drink. Вода – это лучший из всех возможных напитков. The body needs it, Телу она необходима. and it has 0 calories. И в воде 0 калорий. And then down here we have a little guy, И здесь внизу у нас есть такой нарисован маленький человечек. and he's there to remember us of the fact that we need to exercise as well. И он здесь напоминает нам о том, что нам необходимо, кроме того, что правильно есть и пить воду, необходимо заниматься физической активностью. So if people are trying to lose weight using only diet, decreasing the number of calories, А многие люди пытаются регулировать свой вес, снижать вес, используя только диеты, то есть изменяя питание и снижая калорийность своей пищи. they will lose both fat and muscle. Люди потеряют в первую очередь мышцы, потому что мышцы уходят из тела раньше, и они потеряют мало жира на самом деле. And the muscles burn off most of the calories. Потому что мышцы, собственно, сжигают, в мышцах находятся основные калории, они очень быстро сжигаются. So this will actually counteract the weight loss. И это не принесет пользы, такое сжигание веса не принесет пользы организму никакого. If the person trying to lose weight both decreases the amount of calories and starts exercising or increases their level of exercise, Если человек, который решил снизить вес, он и ограничивает свои калории и питание, и занимается физической активностью, they will lose weight quicker and easier они избавятся от лишнего веса быстрее и эффективнее, because the muscles burn off the calories, потому что мышцы сжигают калории и становятся сильнее. and this increase in energy expenditure lasts for some time even after the exercise class. Кроме того, та энергия, которую люди нарабатывают во время занятия, она остается с человеком даже после занятия. And he or she will also lose more fat and less muscle. И этот человек потеряет больше жира и меньше мышцы. So the muscle will continue to help the body get rid of the fat. И в таком случае, когда человек добавляет активность, сами мышцы будут помогать телу избавляться от жира. So how much then should we exercise? Ну и теперь перейдем к вопросу, сколько же надо заниматься. Well, the more the better, Конечно же, чем больше, тем лучше. but we have to start somewhere, and any exercise is better than no exercise. Но надо всегда с чего-то начинать, с маленького шага, поэтому любое упражнение лучше, чем ни одного упражнения. So as you know, Matt started with a 30-minute walk every day. Как вы знаете, Мэтт Пол начал с 30-минутной ходьбы каждый день. And then when he got stronger and he lost some weight, he would increase. И после того, как он сам стал, мышцы стали сильнее и он потерял вес, он уже увеличивал нагрузки. He would walk longer and quicker Он стал ходить быстрее, дольше и быстрее. and could add walking poles. Он мог добавить палки, да, какие-то движения во время ходьбы. And I know that you are busy people. Конечно же, вы все занятые люди, это понятно. I'm busy too. Она, With work and 3 young kids. Элизабет, например, тоже занята, она работает, у нее 3 детей, она ездит в командировки, вот как сегодня. And sometimes it's really hard to find the time to exercise. И действительно очень сложно найти время для упражнений. Because maybe you think that you have to go to the gym and you have to spend hours there. Потому что многие люди думают, что такое начать заниматься, да, физической активностью. Это значит пойти записаться в тренажерный зал и проводить там много часов. And we instead have to start thinking how we can squeeze exercise into our everyday life. А вместо этого подумайте о том, как вы можете добавить активность в свою ежедневную жизнь, стать более активным. Maybe we can choose the stairs instead of going in the elevator. Например, вы можете выбрать подниматься домой по лестнице вместо того, чтобы ездить на лифте. Maybe we can get off the bus one stop earlier and walk. Или, например, выходить из автобуса на одну остановку раньше своего дома и просто доходить до дома пешком.
Maybe we can just park our car further away to force ourselves to walk. А те люди, которые ездят на машине, они могут оставлять машину, парковать ее в соседнем дворе для того, чтобы заставлять свое тело прогуляться. Or, for example, if you have children, instead of just standing at the playground watching the kids, you can play with them. Или, например, если у вас дети, и вы ходите с ними на детскую площадку, вместо того, чтобы стоять и смотреть на них, или сидеть и смотреть, да, вы можете играть вместе с детьми. I promise it will be more fun for both you and the kids. И это будет интересно не только вам, не только интересно и полезно вам, но и детям. I think you recognize this. Ну, конечно, вы все узнаете странички из каталога. It's the roadmap developed by Stig and his colleagues. Это система естественного снижения веса, которая была разработана здесь, в Игелёсе, с Стигом Стеном и его коллегами. And it summarizes what we need to do for a healthy lifestyle. И она, собственно, суммирует все, что человеку, простые шаги, которые человеку надо делать, чтобы оставаться здоровым. Then some people ask us, why do I have to buy food as well as the products? Why are you not selling meal replacements? А многие люди спрашивают, почему нельзя просто есть коктейли и супы, зачем еще добавлять к ним еду? Почему Oriflame не производит заменители еды, что просто поел и пошел? As you know, out there on the market, there are products where you just drink a shake 5 or 6 times a day and you lose a lot of weight. Вы знаете, что у наших конкурентов, да, есть компании на рынке, которые говорят, что вы просто купите наш коктейль, питайтесь там, пейте его 5-6 раз в день, и вы потеряете точный вес. But what happens when people stop feeling like having only shakes all the time? Но что происходит, когда человек изо дня в день питается одним и тем же коктейлем и больше ничего не ест? Because no one wants to go on drinking shakes for the rest of their life. Ну, наверняка никто из нас не хочет пить один и тот же коктейль каждый день в течение всей своей жизни. What do you think happens? Как вы думаете, что происходит в какой-то момент? People get tired? They give up? Well, many of them will just go back to their old habits. Многие люди, пропив несколько недель, и они возвращаются к своим старым привычкам. Because they didn't really change anything, they just took like a break using the shakes. Потому что на самом деле они ничего не изменили в привычках, они просто сделали паузу, пропили несколько недель один продукт и все. And then they will gain back the weight and maybe even more. И когда они перестанут это пить, они вернутся к старым привычкам, и они обратно наберут весь вес, и скорее всего еще больше наберут. What we are trying to do is to help people find a long-term solution that could last for the rest of their life. А что мы предлагаем, собственно, с помощью этой системы? Мы предлагаем людям найти для себя решение, такое решение, которое изменит их привычки сейчас и останется с ними до конца их жизни. This is not a quick fix. Это не быстрая диета. It's not a yo-yo diet where you lose weight and gain weight and lose weight and gain weight. Это не диета, знаете, не знаю, как в русском это перевести. Йо-йо диета, есть понятие, когда посидел на диете, потерял вес, потом набрал, опять посидел, опять набрал, и так всю жизнь. Here we have some people who did just that. Вот есть, например, результаты этой сотрудники Oriflame, которые потеряли вес. By following your... Ну вот человек, который сейчас ходит, накрывает нам на столы, если кто заметил, да, вот он некоторое время назад был намного больше, чем сейчас. Do you think he looks better now? Как вы думаете, сейчас он лучше выглядит? Да. На этой фотографии ему лет 25, I think it's about 25 years old. Yeah? Before. 27. No, now. 27 here. 27 лет ему вот в колпаке. So this is a long-term, a long-lasting solution. Here he is. We have just you here on this morning. So now I've talked a lot about nutrition because that's my favorite subject. Мы говорили много о питании, потому что это любимая тема Элизабет, она может говорить бесконечно. As you could see in one of the very first slides, smoking is one of the main killers in the world. Как вы помните на первых слайдах, курение – это один из самых главных убийц в современном мире. So if there is one quick and simple way of improving your health immensely, it is
stopping smoking. И если вы хотите вот какое-то одно решение, да, часто говорят, дайте мне одно решение, чтобы изменить свою жизнь на счастливую. Это одно решение, это перестать курить. We talked about exercise. Мы с вами поговорили о физической активности. And for the best possible results, you should really combine different types of exercise. Для того, чтобы достичь хорошего результата, прям до 100 лет дожить, да, нужно совмещать несколько видов активности. What we did out there was cardiopulmonary exercise. То, что мы сегодня с вами делали, это была нагрузка на сердце и на легкие, да, кардионагрузка. Cardio is heart, pulmonary blood. Кардио это сердце, а пульмонарий нагрузка на сердце и легкие. So anything like walking, jogging, running. То есть все нагрузки как прогулка в быстром темпе, но не прогулка, как один из наших экспертов называет видео шопинг, да, прогулка мимо витрин, медленно. Вот именно прогулка в быстром темпе, бег, там, танцы, это все надо. Это все кардио. Would be the second type. Кроме кардио хорошо добавлять нагрузку на мышцы, то есть силовые нагрузки, это все, что с весом связано. And then different types of flexibility training, like yoga, for example. И третья очень полезная вещь – это упражнение на гибкость, это растяжка, йога, такие вещи. One thing that can make us both sick and fat is lack of sleep. Еще есть один фактор, который может легко сделать нас как больными, так и толстыми, и это недостаток сна. The lack of sleep affects our hormone regulation. Потому что недостаток сна влияет на регуляцию наших гормонов, our immune system, нашу иммунную систему, and also our appetite regulation. И кроме того, он влияет на регулирование аппетита. So if we don't get enough sleep, we can get both sick and fat. Соответственно, если мы мало спим, то мы можем легко подхватывать любую простуду и легко набирать вес. When it comes to stress, I'm sure you know there's positive stress and there's negative stress. Что касается стресса, вы наверняка знаете, что есть стресс позитивный и негативный. The negative stress is very important that we can handle. С негативным стрессом часто бывает, что мы не можем его избежать, но нам надо научиться им управлять. Because stress can also make us sick. Потому что стрессовые ситуации также могут привести к нашим заболеваниям. And last but not least, it's very important for us to be surrounded by people that we like and who like us. И очень важный последний пункт – это быть окруженными людьми, которые любят нас и которых мы любим. And also to have something meaningful to do. И также важно иметь в жизни какую-то цель, ради чего вы живете. And my impression of wellness consultants is that you do just that. И впечатление Элизабет о наших консультантах, которые очень активны в wellness, это именно то, что вы имеете цель в своей жизни. You work together to make money, but also to have fun. Вы работаете вместе для того, чтобы зарабатывать деньги, но и также для того, чтобы вместе развлекаться и как бы иметь хорошее настроение. And you also hopefully have the opportunity to affect other people's lives in a positive way. И кроме того, своей работой, тем, что вы помогаете себе, да, вы также можете влиять на жизни других людей и улучшать их качество их жизни. And that, I think, is very meaningful. А это очень-очень значимо. Does anyone here run wellness groups? А есть ли у кого-то здесь, есть ли здесь кто-то, кто ведет wellness-клубы? Yeah, 1, 2, 3. Good. So through the clubs, you can affect other people's lives. Через клубы вы тоже можете влиять на жизни других людей. And I think wellness can affect people everywhere in the world because there are wellness consultants everywhere. И движение wellness вообще влияет и может изменить представление людей по всему миру, потому что wellness уже по всему миру. So now it's time for you, not yet, but soon, to go home and start thinking about what lifestyle choices you can make differently.
И, собственно, вы много всего услышали, да, и для вас наступило время подумать о том, а какие выборы в своей жизни вы делаете. If you want to go home, watch the telly and grab a soda. Хотите ли вы, вернувшись домой после долгого путешествия, да, сесть дома на диван, наконец-то включить любимый телевизор с миской разной всякой вкусной еды? Or if you put your comfy shoes on, take a walk and put some extra fruits and vegetables on your plate. Или, например, вернувшись домой, вы переобуетесь в кроссовки, возьмете своих домашних, побежите на прогулку и купите по дороге больше овощей и фруктов.